что сегодня вам расскажу. Я вам расскажу про мой опыт того, как вайп-кодинг, ну, назовем это все вайп-кодингом, как он меняется в зависимости от того, что мы только начали что-то делать, или мы уже продолжаем, или мы уже совсем большое приложение делаем. Потому что реально разница есть. Я повайп-кодил как маленькие продуктики на там 10 тысяч строк кода, когда это еще можно назвать вайп-кодингом, так и продукты большие, там на, не знаю, на 150 тысяч строк кода, когда уже это не вайп-кодинг, это уже прям полноценная разработка. И ну, это вот там вайба вообще нет. Там такая скучная работа по спецификациям. И я действительно сделал инструмент Shotgun достаточно популярный, который помогает менеджерить промпты. Ну, то есть, если у вас есть потребность, ну, какой use case? У вас что-то не работает в курсоре или в Cloud-коде или где-то еще агент со второго, с третьего раза не понимает и фигню какую-то вам пишет, это значит, вам недостаточно контекста для решения задачи. Идете в эту тулзу, накликиваете файлики, которые вам нужны для того, чтобы контекст загрузить необходимый, кидаете это, например, в AI Studio, в самую современную там Gemini 3 Pro модель, которая очень умная на самом деле, и она вам выдает ответ. То есть простая штука помогает много проблем в багах пофиксить и полностью бесплатная. Соответственно, пойдем дальше. То есть я много чего делаю с весны, с марта 2005 года. Ну, даже нет, я на самом деле плотно занялся зимой, вот как раз вот почти ровно год назад. И с тех пор сделал, ну, наверное, с десяток ботов разных, сделал несколько приложений. Самые известные из них вот Shotgun и Shotgun Pro. Еще это его продолжение, это как раз вот проект на 200 тысяч строк примерно. То есть, ну, большой, короче говоря, в уже несколько месяцев разработки плотной, в отличие от маленького, там, на 3-4 дня. Давайте посмотрим, вот если вы начинаете кодить, с чего все начинается. Все начинается на самом деле с простой штуки. Вы описываете... Так, сейчас, подождите. Сейчас найдусь. Вы описываете вашу идею, ТЗ описываете для нейросети. Так как у нас современный мир, конец 2025 года, то зачем думать самостоятельно, если за вас думает нейросеть? Вот я нашел, например, свой промпт к моему вот Shotgun Pro, так называемому, то есть к моей продвинутой версии. Вот это буквально первое, что я написал после того, как решил, что я буду делать. То есть я написал идею, написал примерно, как я это вижу, и самое главное, я написал «Спроси меня недостающие вопросы», чтобы составить промпт, который ее закодит. То есть мы начинаем не с того, что мы открываем курсор или любой другой кодерский агент, а с того, что мы беседуем с любым из чатиков, за тем, чтобы он нам помог составить вот этот вот промпт. И промпт у нас выходит достаточно большим, то есть он может у нас получиться вполне так на десяток страниц. Проверочная, то есть как проверить, что вы все делаете правильно. Это когда у вас первое, что вы вставляете в редактор кода, это промпт на 10 страниц, а не на 5 строчек, да? Тогда, значит, вы что-то делаете правильно. И сначала, то есть сначала самого, нужно вот эту идею хорошенько обсудить с нейросеткой, поговорить с ней, ответить на недостающие вопросы, да, то есть вот у меня здесь скриншота нет, но на самом деле она мне накидала после этого 30 вопросов, на которые я сидел, отвечал. У меня был мастер-класс по разработке. Так в этом мастер-классе мы сидели 1,5 часа, отвечали на вопросы нейросети о том, как делать. И товарищи такие, блин, Глеб, это что, серьезно? Ты нам сейчас разработку показываешь? Я говорю, да, это современная разработка, извините. Другой для вас тут не завезли, потому что это самое главное, потому что то, как она потом кодит, напрямую зависит от того, как вы здесь на вопросы поотвечаете.
как это, вот как раньше было, без ТЗ результат ХЗ, да, так и сейчас. Если вы на входе ничего нормального не принесли, то у вас ерунда и получится. То есть у вас приложение до какого-то момента стартанет, а потом развалится под собственным весом. Окей, ну допустим, вот вы накодили какую-то штуковину, да, ну назовем это ТЗ, то есть видение вашего приложения. Что вы делаете дальше? Дальше, на самом деле, два варианта. Можно сразу пойти в курсор, вот, и там что-то начать фигачить. Но это для сильных духом, для тех, кто уже имеет опыт в разработке, для тех, кто не пугается кода. А вообще-то простой вариант для всех – это пойти в конструктор и попробовать там это реализовать. Ну, хотя бы плюс-минус посмотреть, как это будет выглядеть. Важно, что это стадия не на выброс, да, то есть часто говорят, что вот конструкторы это там что-то, ну, есть две партии. Первая партия говорит, конструкторы это там, вау, круто, я за 5 минут сделал лендинг, уже все на этом лендинге встроил карточку, мне уже накидали 100-500 тысяч миллионов, я успешный стартапер, офигеть, офигеть, да, и в Твиттер запостить сразу. Это первая партия. Вторая партия говорит, я попробовал ваш конструктор, это все херня, я туда что-то, ну, он закопался в мелких правках, ничего не сделал, в общем, все тлен, выкидываем технологию. Я принадлежу к партии, которая говорит, что конструкторы – это хорошая штука для того, чтобы начать. Вот чтобы начать, она прекрасная. И я никогда даже не жму на кнопку Publish здесь, да, вот есть замечательная кнопочка Publish, потому что здесь есть не менее замечательная кнопочка GitHub. То есть результат вот этой вот работы вы выгружаете на GitHub, а потом спокойно с ним работаете как с кодом. Итак, берете вашу вот эту вот, ну, большую ТЗ-шку, да, то есть первое, что мы делаем, сейчас мы тут немножко порисуем. Так, давай, Show Creation Tools, вот вы, так, текст, покажи мне текст, пожалуйста. Во, все. Вот что мы делаем? Первое, это берем ТЗ, да, составляем большой ТЗ, который именно как ТЗ выглядит. То есть там берем ТЗ, там про все, и про контейнеры, и про то, как что делать, и все. Потом берем это ТЗ, и еще не выходя из чата GPT, говорим, а теперь накидай нам список работ, ну, они же, да, jobs to be done, например, jobs to be done, или если хотите use cases, или хотите любой другой похожий фреймворк, важно, чтобы это были именно, ну, некие паттерны пользовательского поведения, да, которые следуют из этого ТЗ. Нам список приоритетных работ. А третье, что когда он накидал нам список приоритетных работ, я говорю, а теперь сделай мне список экранов, контролов и укажи их приоритет, исходя из списка работ. И получаем развесистую такую ТЗ-шку, но уже не про все на свете, не про то, как у вас там бэкэнд-контейнеры работают, которые нафиг не нужна в создании дизайна, например, а для того, чтобы фронтенд вам сделал красивый прототип. И он вам сделает красивый прототип. Буквально я сейчас покажу, ну то есть у меня ваншотаются прототипы таким вот образом, вообще любые. Вот, пожалуйста, вот один из... нет, это уже в локалхосте проект один. Вот этот же самый прототип в Lovable, да. Тут mobile-friendly верстка, тут все работает, все кликается, все, ну, с фейковыми данными, например. Но какая нам разница? Оно главное, что оно работает. Вот, можно потыкать, пощелкать, понять, как оно вот заходит вам, не заходит, пожалуйста. И после этого начать тут что-то делать. Прекрасная штука. Вот еще покажу какие-нибудь варианты. Ладно, не буду тратить время. Короче, у меня много тут проектов Lovable. Точно так же можно делать реплит и так далее. Ценю эти инструменты, очень удобно. Хорошо, вот понаделали мы фронта.
да, с фронтом все хорошо, красиво, хотим теперь нормально это сделать с бэком и уже ну, на сервер это засунуть. Какой вариант есть? Есть вариант прямо в конструкторе продолжить, но получается плохо, сразу вам скажу, ерунда получается, потому что по мере разрастания вашего проекта все менее и менее хорошо это выходит делать в конструкторе, вот в тех инструментах, которые здесь есть. А почему, кстати, начинаем мы в конструкторе? Потому что у них заложены классные системные промпты именно на дизайн, на шаблоны, они прям сильно лучше это делают, чем вы сделаете просто отдельно с нейросеткой. Вот, ну окей, загрузили это в GitHub, скачали к себе на комп, да, установили всякие там командные строки, прочее, все, что нужно для разработки. Тут дисклеймер, как бы кто не знает, как это все делать, у меня есть курс. Переходите по ссылочке, там очень-очень подробно объясняю именно азы инфраструктуры для неразработчиков, так скажем, как, с чем это все готовить, что такое Git, что такое докер и прочее. Окей, делаем, устанавливаем IDE-шку какую-нибудь, устанавливаем, загружаем туда наш проект, начинаем править. Работает прекрасно. Можно написать бэк таким образом, и вполне себе даже можно довести до продакшена. На каких это работает объемах? Ну, где-то до 150 тысяч токенов, это 15, ну, условно 10-15 тысяч строк, оно будет работать. Дальше все хуже и хуже. Да? Дальше все хуже и хуже, что код, что курсор, что этот Copilot, он все хуже начинает понимать контекст. В этот момент обычно люди уже переходят к CLI тулам, то есть command line каким-то интерфейсом. Это можно делать из встроенной командной строки в вашу систему. Да? На самом деле гораздо удобнее установить это в виде расширения в вашу IDE-шку. То есть, например, в курсоре, вот это вот расширение, это кодекс. Точно так же можно клод-код поставить. И будет удобное расширение прямо внутри вашего интерфейса с кодом, где вы пишете задание уже кодексу, например. В чем разница? То есть, казалось бы, ну тут пишешь задачи, тут пишешь задачи. Почему это одно работает лучше, чем другое? Но дело в том, что, например, Cloud-код, да, с одной стороны, или кодекс, имеется в виду кодекс-инструмент с моделью кодекс, это практически это самые мощные инструменты на рынке по работе с кодом сейчас. Они хорошо работают на достаточно серьезных контекстах, они хорошо умеют в поиск по коду, то есть, например, голый курсор по коду плохо ищет, эти штуки по коду очень хорошо ищут, у них достаточно щедрые лимиты, особенно у кодекса он на 20-баксовой подписке в OpenAI достаточно много дает сделать. В общем, классная, удобная штука, обязательно стоит пользоваться. И в принципе, вот на этом все мы можем спокойно доехать до релиза каких-то пэт-проектиков вообще запросто, да, то есть обычная комбинация курсор там плюс кодекс, допустим, или VS Code плюс Cloud Code, или вот что-то такое, то есть $20-40 в месяц вам хватит на пэт-проектики. Но в какой-то момент вы с чем столкнетесь? Вы столкнетесь с тем, что у вас возникают такие баги. Вы что-то пишете в нейросети, неважно в кодексе или неважно в курсоре. Она вам делает, говорит, я все сделал, да, я все сделал, а вы проверяете и нифига, то есть не работает. Вы говорите, там баг, снова отправляете, она снова говорит, я все сделал, снова баг. И обычно это, например, с первого, со второго раза она срабатывает. А бывает такое, что она с 10-го раза уже тоже все еще не срабатывает. И вы не знаете, что делать, короче. Вы затормозили, у вас проблемы. Что с этим делать, как с этим работать? Вот тут люди начинают включать голову. То есть все до этого, это был вайб, да, вот все, что выше. Это как бы территория вайба, это где можно не включать голову, это где-то до там, сколько по контексту, до 150к контекста где-то. Что это такое? Сейчас еще покажу, что такое 150к контекста. Просто это
Это не интуитивное понимание количества контекста у людей. Вот дальше вы начинаете думать, ага, как же мне добиться от нейросети того, чтобы она действительно мой баг поправила, например, который вот у них никак не решается. Очень часто это баги с инфраструктурой, какие-то докеры, какие-то странные настройки, какие-то версии библиотек. Ну и любой, кто пробовал вайп-кодить, он понимает, что вот здесь как бы трэш бывает начинается, ну прям совсем тяжело. В этот момент у людей бывает, что пропадает даже энтузиазм что-то делать, они такие, а ладно, что-то все не сработало, пойду новый проект возьму. А, Вот чтобы и здесь следующее, здесь нужно уже применять специальные инструменты, типа Shotgun Pro, типа RepaPrompt, да, вот как я показывал, вот мой шотганчик открыт, допустим. А, Вот, то есть это способ накликать конкретно, какой контекст я хочу, да, вот у меня здесь перечислен баг, например, дальше мы делаем промпт и вставляем этот промпт в Gemini или там куда еще, ну, где позволяется такой большой контекст. Вот как понять, какой ваш контекст проекта? Выделите все и посмотрите, сколько здесь токенов, он вам скажет. А, и он, уже используя большой контекст, вам ответит. Что вообще за контекст, почему это важно и какое имеет это отношение к веб-кодингу? Тут обязательно нужно такую вот сделать ремарку. Наверняка вы все знаете, что есть модели, у разных моделей разное контекстное окно. Вот сейчас вышел Opus, у него 200 тысяч, например, да, вот тяжело развернуть, но вот у него 200. Чат GPT современного 400. У Gemini у него миллион влезает токенов, да, у Грока 2 миллиона. И прикол в чем? Прикол в том, что контекстное окно, вот очень грубо, это просто сколько текста мы можем отдать модели в одном запросе в пересчете на токены. Токены для языков программирования, грубо говоря, 3,5 символа, один токен. Поэтому очень легко прикинуть контекст. То есть 200 тысяч, например, 200 тысяч контекста, это примерно разделите это на 3,5, получите число символов. 75, да? Ну, что-то типа 75 тысяч символов. А если по строкам, то одна строка это там считается 10-15 символов. Ну, вот можете, короче, посчитать. Это количество токенов. А, То есть оно коррелирует с количеством строк в вашем коде, а оно коррелирует количество символов в вашем коде. Причем не в одном каком-то файле, а, собственно, во всех файлах, да, к которым имеет отношение модель. Код у нас разбит по множеству файлов. А теперь начинаются приколы. Вот когда вы только начинаете проект, да, у вас контекст маленький, ну вот такой, да, у вас еще ничего нет, малое количество файлов. Он целиком влезает в модель. Вы можете прям собрать эти все файлы в кучку и тупо вставить их в промпт через там тот же самый shotgun, да, и у вас все сработает прекрасно, вам тулза ответит, все будет хорошо. Причем буквально любая современная модель вам неплохо ответит. Теперь что происходит дальше? Вот у вас проект растет, 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 становится какой-то вот такой. Вы уже начинаете чувствовать, что если вы собрали, например, если вы взяли весь промпт целиком, ну, то есть все ваши файлы засунули в контекст и отдали модели, например, моделька типа ну, там, ChatGPT 5, да, вот, или современный Gemini, она вам хорошо ответит. А какой-нибудь Grok начнет уже хуже отвечать на, вот, на длинных контекстных, ну, как это, не в начале контекста, а в конце, вот в конце запроса. Он уже хуже эти факты воспринимает. А чем дальше, тем хуже. Причем эффективное контекстное окно модели всегда значительно меньше ее как бы заявленного контекстного окна. Есть такие называется поиск иголки в стоге сена, такие метрики, да, которые нам говорят, насколько хорошо модели обращаются с контекстом. Есть разные версии этого бенчмарка. Так вот, современные версии этого бенчмарка, они говорят не просто сколько, ну, как хорошо модель ищет определенный факт ну, расположенный, например, на 200 тысяч, там, на 500 тысяч или на миллионе контекста, а как она обращается со сложно выводимыми фактами, да, которые связаны с другими фактами в рамках кодовой базы.
и там совсем все катастрофа. Там у самых лучших моделей начинается уже значительное падение на 100 тысячах, да, а там 200 тысяч еще более-менее, а дальше все, дальше проваливается чуть ли не по нулям. Поэтому Поэтому из этого следует, что ни одна современная, более-менее большая программа за пределами Индии разработки, она не помещается в контекстное окно моделей. А это автоматически значит, что нам нужно, мы не можем просто все файлы зафигачить. Нам нужно выбирать, какие файлы зафигачить. Нам нужно достаточно внимательно вот этой вот отборкой контекста заниматься. И представим, вот что значит, например, стартап, который полгода делают 6 человек. Вот я тут расположил на контексте, это примерно там может быть в районе 2 миллионов токенов. Ну, со скоростью разработки, что там 10 человек за 6 месяцев, их где 180 тысяч строк кода пишут, в среднем 100 строк в день это хороший разработчик выдает без вайп-кодинга, просто вот старыми традиционными методами. Уже такая штука не помещается. Но мы можем там, не знаю, вот представьте, она на бэкэнд и на фронтенд распадается по половинке. Ну, вроде как еще что-то можем впихнуть отдельно, там, указывая какие-то куски. А теперь представим, что у нас корпорация. Корпорация может быть контекст. Спокойно там какой-нибудь сервис может быть на 15, на 20 миллионов токенов. У какого-нибудь там Битрикса ядро сервиса тут даже не поместится. Оно вообще, база там гигабайт, по-моему, занимает. Ну, короче, там жуть. И вот там уже совсем вот эти вот подходы наивные, так скажем, не работают. Там самое главное это именно контекст инженерия, а потом уже идет то, как мы, ну, собственно, написание кода ерундой становится после того, как мы сформулируем контекст, по которому этот код, собственно, писать. И вот проблемы, как передать в модельку ровно тот контекст, который требуется, чтобы написать код, это самая важная проблема кодинга. А то, что она там может сделать вам шахматы за один запрос, это вообще не имеет отношения к жизни профессиональной разработки. Это, ну, это ерунда, короче, на эти метрики вообще можете не смотреть. Соответственно, что тут хочу подсветить? Вот это вот контекст инженерия, то есть чем более у вас растет кодовая база, тем больше у вас растет потребность в нормальной контекст инженерии. Вообще слово контекст инженерия начинает иметь значение, и вы должны на это обращать внимание. То есть, как вам... У нас лекция коротенькая, да, совсем, поэтому моя задача просто обзор дать. То есть, что дальше? Да, вот вы об этом узнали, что дальше? Дальше вам нужно пойти и погуглить, что такое Specification Driven Development, да, SDD. Это один из способов работы с большими контекстами. Дальше вам нужно погуглить вот про RepoPrompt, про Shotgun, как они помогают в формировании промптов и для чего они нужны, и попробовать их использовать в своей работе. Это вторая штука. Если вы находитесь вот уже вот на этой где-то стадии, вам уже сильно может помочь. Вот. Ну и третье, вообще погрузитесь в проблематику контекста для нейросетей и поймите, что не бывает такого, что нейросеть тупит, а бывает то, что вы ей не даете необходимых данных для работы. И после этого, возможно, у вас начнет что-то получаться. Давайте вот на этом закончим. Я 5 минут на вопросы поотвечаю. Вот. Такая у нас коротенькая вводная часть просто в контекст инженерии получилась. Глеб, спасибо. Есть вопрос по поводу, ты сказал, что часто не нейросетка тупит, а не хватает данных для работы. А как понять, что она, ну, типа, нейронка пошла не в ту сторону или ей не хватило каких-то данных? Вот как этот момент отловить? Чаще всего есть такой эвристика следующая. Если нейронка не говорит однозначно, что ответ на вопрос вот точно вот такой, то есть я точно знаю баг, это вот он именно в этом, я не сомневаюсь, да. А если она говорит, ой, что-то я не поняла, наверное, вот в этом есть вероятность, ну, короче, вот начинает какими-то такими нечеткими предположениями оперировать. Это практически гарантия, что она сейчас галлюцинирует, выдумывает, и что, в принципе, она в принципе, не понимает,
ну, короче, галлюцинирует. Вот когда она не четко утверждает, когда она знает, что она делает, она прямо однозначно всегда говорит, что надо так и все. Да, понятно. Там ребят спрашивают, сколько платишь за сервисы, которыми пользуешься? Ну, я вообще недорого плачу. То есть у меня кодекс за 20 баксов, у меня курсор, но правда у меня курсор очень старый тариф, где еще где количество запросов тарифицируется. Там я плачу 20 баксов, но трачу где-то 100. То есть там можно по потреблению посмотреть. И, ну, Гуглом пользуюсь бесплатным, ничего не трачу. В iStudio, вот мой любимый сайт, да, вот iStudio. Там проблемы с подключением из России, но если вы их как-то решили, то вот это вот Gemini 3 Pro вот доступно бесплатно. Очень умная модель, то есть я не могу на нее нарадоваться. Она не очень хорошая в агентском кодинге сейчас. То есть если вы ее включите в курсоре и попробуете что-то поделать, будет плохо. Но именно в вопросах решения проблем вот так вот с первого раза, то есть ваншотингом, то есть вы собираете нужный вам контекст и кидаете в нее, лучше, ну, мне кажется, нет. Вот Opus, не знаю, вышел, еще не составил впечатление. Вот. Супер. Так, пум-пум-пум. Ребята пишут, что слетели розовые очки по поводу проектов на миллионы строк после твоего рассказа. Вот. Ну, там уже надо, там, смотрите, там в несколько стадий. Вот, скажем, у меня проект Шанган Про, он примерно 2 миллиона. Как там происходит? Там первая стадия при любом запросе всегда сначала выбрать контекст. То есть сначала я выбираю контекст, который мне нужен, затем я говорю модели, что я хочу сделать, и конкретно я говорю, какие файлы нужны. Но я это делаю автоматически, да, у меня есть промпты, которые это делают автоматически. И здесь можно, например, сделать скан репозитория, то есть вся суть Shotgun Pro, например, то есть я его разрабатываю в нем самом. То, что он умеет сканировать репозиторий и сделать некую, ну, назовем это слепок, то только очень сильно сжатый. Сжимает там от 20 до 100 раз. И вот этот, если слепок вкинуть как один из исходных артефактов вместе со списком файлов, то он понимает каждый файл, что делает, и, соответственно, может автоматически помочь этот контекст составить. А вот когда контекст составлен, следующим промптом уже можно его попросить что-то сделать, да. Оно вот так, что ты просто приходишь в курсор и говоришь, сделай мне, пожалуйста, вот эту фичу, или просто приходишь в кодекс и говоришь, там, или в код, неважно куда, ну, ерунда получится. В каком плане ерунда? То есть что страдает, да? Так как они перестают нормально видеть контекст, ну, он просто не помещается. А даже если помещается, то в такой области, в которой у них внимание страдает, да, вот тут внимание по оси Y, то они могут что начинать? Одну и ту же функцию по 3 раза имплементировать, вместо того, чтобы использовать ту же, которая есть. Могут ну, вот очень часто, да, это самое частое. Либо новую переменную завести там, где, опять же, уже можно было использовать старую переменную. Это вот самый такой большой грех. Особенно сильно в языках типа Python или JavaScript, да, ну не типизированных языках. В типизированных им хотя бы линтер по рукам дает в этом случае, а в нетипизированных им вообще эти сигнатуры вызовов плохо начинают работать и так далее. Ну, короче, на больших контекстах там прям много проблем начинается. И, ну, вот я считаю, что программистам как раз надо вот сюда вот смотреть. То есть вот эта вот вайп фигня, она очень простая. Она осваивается за полдня. А вот эта вот контекст-инженерия, да, вот на вот этом уровне хотя бы, на уровне стартапа, а уж тем более на уровне корпорации, это не полдня. Это прямо с этим надо сидеть и сидеть и сидеть. Вот. Мгм. А в какой момент надо пользоваться шотганом, вот тем сервисом, который ты Ну, за разработал? 100 тысяч строк Ой, за 100 тысяч токенов переваливает проект уже, ну, полезно. Вот. Ну, вы сами почувствуете. Это он ставится-то за 5 минут. Берете, скачиваете себе репозиторий. Там есть сбилженные уже эти варианты. Если не работает сбилженный, скачиваете, билдите и пробуете. А, Быстрее попробовать. То есть мне он прям сильно помогает.
с самого раннего э, срока. Но я просто уже с ним привык работать. Вот. Мгм. Супер. Так, ребята тут еще спрашивают про пробные ключи для вейп-кода попробовать, API-шки. Какие Э, ключи? ну, там уже ответили, что и у Курсора, и у Авабла, и у Реплита есть бесплатные лимиты для того, чтобы Но попробовать. там они очень мелкие, ну чисто попробовать можно, но сразу готовьтесь к тому, что единственный бесплатный инструмент, который ну реально работает бесплатно, это вот гугловский AI Studio. У всех остальных настолько крошечные лимиты, что вы за 5 минут ваш месячный тариф исчерпаете и все. Ну, то есть там даже сильно рассчитывать не стоит на то, что вам что-то бесплатно будет. Мгм.